Еще один российский самолет сломался во время рейса. Удар по Тернополю, есть погибший. Автомобили подорожают до Нового года. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. Российский дрон атаковал украинский город Тернополь. Удар пришелся по жилому дому. 1 человек погиб, минимум 3 ранены. По словам главы местной областной военной администрации Вячеслава Негоды, после попадания беспилотника «Шахед» загорелись несколько этажей многоэтажного дома. Также взрывная волна повредила окна соседних зданий, школы и около 20 автомобилей. Всего за ночь ПВО Украины сбило 52 дрона из 110. Тревогу объявляли в 10 регионах. В России, по данным Минобороны, за ночь сбили 15 беспилотников в 4 регионах – Курской, Брянской, Белгородской областях и в аннексированном Крыму. Российская Минобороны также сообщила о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в войне против Украины. По заявлению ведомства, они проходят обучение в резервных полках. Мы каждую неделю рассказываем вам о том, как этих контрактников набирают, в основном облавами в крупных городах и принуждением к контракту призывников. Ни дня без аварийной ситуации с самолетами. Лайнер «Азур-Эйр» экстренно сел в аэропорту Новосибирска. Самолет летел по маршруту Томск-Пхукет. На борту было 339 пассажиров и 8 членов экипажа. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя во время полета из-за сильной потери масла. Лайнер отправили на ремонт, а людям пообещали, что они улетят в Таиланд на нем же после работ. Деньги за потерянный день отдыха возмещать не планируют. Добавлю, только вчера произошла аварийная ситуация с самолетом «Суперджет» компании «Азимут». Он совершил аварийную посадку из-за сигнала неисправности топливного фильтра. И еще одно происшествие в Рыбинске, Ярославской области. Там горит исправительная колония. Загорелся барак на территории К2. Площадь пожара превысила 1200 квадратных метров. По одной из версий произошло короткое замыкание на крыше. Заключенных и персонал эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Сама колония известна тем, что в ней отбывал срок за взятку экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Официально ввозимые в Россию автомобили могут подорожать на 5% до конца года, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Виной тому падение курса рубля. При этом некоторые эксперты прогнозируют рост цен аж на 15%. При этом, пишет «Коммерсант», параллельный импорт не спасет желающих приобрести новую машину. Ввозимые по нему автомобили подорожают уже на этой неделе из-за резкого проседания рубля. Цены на автомобили продолжат расти и в 2025 году, считают эксперты. Тем временем в газовой отрасли все благополучно, несмотря на санкции. По данным «Газпрома», поставки российского газа в Европу выросли на 15% за 11 месяцев текущего года. К началу декабря Европа закупила почти 30 миллиардов кубометров топлива, что больше, чем за весь прошлый год. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев получил представление от прокуратуры за 50 нарушений, из-за которых город оказался не готов к отопительному сезону. Об этом сообщают местные СМИ. Паспорт о готовности города к холодам должен был быть получен еще в середине ноября. Но из-за замечаний к работе новосибирской инфраструктуры этого не произошло. Прокуратура возбудила 10 административных дел по данному факту. Сейчас в городе от тепла отключены 62 здания. Еще 2 из-за аварии, уточнил телеграм-канал АСТ-54. Замерзают не только в Сибири. Жители Южного Краснодарского края попросили Путина наказать виновных в отключениях электричества. Перебои со светом в селе Мысхака случаются уже много лет, но в последнее время ситуация заметно ухудшилась. Жители рассказали, что регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии длительностью от 10 часов. Никому до нас нет дела, нас не замечают. Уважаемый наш Владимир Владимирович, не дайте нашим семьям замерзнуть этой зимой в своих квартирах и домах. Накажите виновных. Виновником ситуации жители Мысхака называют компанию «Квант», которая управляет местными электросетями. Она задрала цены, подключила к сетям большое количество потребителей. В итоге система оказалась перегружена, при этом модернизация сетей не проводится. В августе этого года по вине «Кванта» мысхаковцы провели без света 3 дня подряд, а вместе с электричеством у них отключаются и обогреватели. Сайт Большого театра лег после старта продаж билетов на балет «Щелкунчик». Сбой вызвала атака ботов. В пресс-службе театра заявили, что серьезных проблем выявлено не было. На данный момент продано уже 90% билетов.
Журналиста и ведущего YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова и его съемочную группу задержали накануне в Узбекистане. Их уличили в работе без аккредитации, сообщило управление Агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану, суверенной республике в составе Узбекистана. С Пивоваровым была задержана журналистка местного интернет-издания «Хук» Фериде Махсетова. После беседы с сотрудниками полиции журналистов отпустили, об этом рассказал сам Пивоваров. Издание «Хук» при этом отметило, что все отснятые группой материалы были изъяты. Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по 2 уголовным делам о незаконной покупке оружия и неуплате налогов. При этом ранее он уверял, что этого не сделает. Хантер еще только ожидал приговоров, и издание «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что он вряд ли соответствует критериям Минюста США для помилования. Ведомство рекомендует его для тех, кто уже отбывает наказание. Свое решение Байден-старший прокомментировал так, я цитирую: «Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня. И нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. Хватит. Всю свою карьеру я следовал простому принципу. Просто скажите правду американскому народу, и народ будет справедлив. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению». Конец цитаты. В Грузии продолжаются протесты против заявления властей об отказе от евроинтеграции. Сегодня ученики нескольких десятков школ по всей стране отказались начинать учебную неделю. Дети и персонал школ собрались у своих учреждений. Многие принесли флаги Грузии и Евросоюза. Они выступают против полицейского насилия и высказывают поддержку протестующим. Учащиеся одной из школ перекрыли дорогу в Тбилиси. Протест в Грузии ширится. На 4-й день на него стали выходить люди в небольших городках, например, Поти и Горе. Много жителей собралось в Батуми и Кутаиси, где выступили против насилия силовиков. В то же время в Тбилиси продолжались жесткие разгоны. Силовики ловили людей даже в метро. По итогам ночи в медицинские учреждения с травмами доставлено 37 человек, 24 из которых протестующие. Полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Участники акции отвечали им пиротехникой и слепили глаза лазерными указками. По данным МВД, с начала протестов пострадали более 100 силовиков, от брошенных в них предметов и салютов. Облавы на митингующих продолжились и с наступлением утра. Силовики задерживают в том числе обычных прохожих, сообщают грузинские оппозиционные телеграм-каналы. Также задержан один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе. Всего за 4 дня протестов в Грузии задержали 224 человека. Добавлю, Литва, Латвия и Эстония вводят национальные санкции в отношении причастных к разгону митингов в Грузии за нарушение прав человека. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие видео, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал Ходорковский Лайв. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате для вашего удобства. И главное, берегите себя. Пока-пока.